В этом 5-м эпизоде моего романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжу представлять историю разлученной вечной пары. В предыдущих эпизодах было показано, что вечная пара была разлучена вследствие проклятия. Как именно это проклятие подействовало? Также было показано, что после той жизни, в которой эта вечная пара была разлучена, к жене из этой пары пришли какие-то могущественные личности. И там между жизнями они показали ей, каким стал ее вечный муж. Они сказали, что никогда больше они не будут вместе, что в силах порвать эту вечную связь, и предложили жене нового вечного мужа. Жена под действием проклятия отказала этим могущественным личностям и таким образом проявила великую верность. Она совершила таким образом под действием проклятия очень большой благочестивый поступок, из-за чего попала на высшие райские планеты. И сейчас в 5-м эпизоде я буду описывать, что же с ней там происходило. В этом романе-ремейке я вечная жена, у меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара. И это история о нашей вечной паре. Итак, продолжаю эту историю. Я отказала могущественным личностям, которые пришли ко мне между жизнями и сказали, что в силах порвать нашу с моим вечным мужем вечную связь. Я отказала им из-за влияния на меня проклятия, в котором говорилось, что я должна быть без своего мужа. И таким образом я совершила великий благочестивый поступок, проявив невероятную верность, так как добровольно и осознанно приняла свое вечное одиночество, будучи при этом вечной женой и став навеки разлученной со своим вечным мужем. Проклятие сработало таким образом, что под его влиянием я совершила великий благочестивый поступок. Из-за этого благочестивого поступка я заслужила вознесение на высшие райские планеты. Я попала туда, где обитают полубогие существа высшего порядка. Из-за проклятия я попала, ребята, в рай, на высшие райские планеты. На высших райских планетах души, набравшие большой запас благочестивых заслуг в результате совершения благочестивых поступков, отдыхают и наслаждаются. Приблизительно так, как мы. Мы, накопив деньги на отдых, едем на курорт, отдыхаем, там нежимся в лучах солнца на теплом пляже и ничего при этом не делаем. И мне бы тоже там наслаждаться и нежиться вместе с остальными, так сказать, курортниками и даже заводить курортные романы. Но нет, я не забыла там про своего вечного мужа. И стала там дергать всех подряд, пытаясь найти способ, как обойти проклятие, как снять это проклятие, как вернуть своего мужа из асуров в обычные живые существа и как все-таки воссоединиться с ним. Я приставала там, на высших райских планетах, ко всем подряд, умоляя помочь мне вызволить моего мужа из асуров и снять с нас проклятие. Но никто не мог мне помочь. Я мозолила всем там глаза, так как не погружалась в наслаждение на райских планетах. Я мешала им там наслаждаться, мешала им там отдыхать на курорте и дергала их там своими мольбами с вопросами о каком-то там проклятии, какого-то там асура, с каких-то там асурических миров. Я всех там достала, до кого могла дотянуться. Я говорила, что это за райские планеты, где мне никто не может помочь. Я говорила, все сюда рвутся, все так хотят сюда попасть, но вот я здесь, на высших райских планетах, и мне никто не может помочь. И тогда мне там сказали, что наилучшим выходом для меня из этой ситуации будет вернуться в духовный мир, оставив своего вечного мужа в материальном мире. Мне показали, каким именно образом я могу с высших райских планет вырваться напрямую из материального мира, уйти из колеса самсары, с материального мира в мир духовный, на планеты Вайкунтхи, откуда я упала в материальный мир. Мне сказали, вот тебе дверь в духовный мир, у тебя больше нет никакой причины оставаться в материальном мире. Ты пришла сюда из духовного мира вместе со своим вечным мужем, но он стал асуром, у тебя проклятие быть одной без своего мужа. А ты вечная жена, другого мужа взамен того ты не захотела, хотя тебе предлагали. Чего ты теперь хочешь от нас? Говорили мне там на высших райских планетах. Они мне там говорили, возвращайся в духовный мир.
Для тебя дверь открыта. Вот, пожалуйста, иди в духовный мир. Хватит тут торчать в материальном мире. Уходи с материального мира на свои планеты Вайкунтхи и будь там снова одной из миллионов богинь процветания, кем ты и была до того, как упала сюда в материальный мир. Иди туда. Духовный мир тебя уже ждет. Насчет своего мужа мне сказали, не переживай. Без тебя ему в материальном мире придется очень несладко. Материальный мир быстро вылечит его от желания наслаждаться этим миром, и он очень быстро, очень скоро вернется к тебе туда, в духовный мир. Для вас обоих будет лучше, если ты сейчас, прямо отсюда, с высших райских планет, вот через эту дверь, которую тебе показывают и которая перед тобой открыта, вернешься в духовный мир. Так как благодаря этому и твой муж тоже быстро выскочит из материального мира, как пробка из бутылки. Так мне говорили там, на высших райских планетах, когда я ко всем подряд приставала, прося вызволить моего мужа из асуров и воссоединить нас с ним, сняв с нас проклятие. Но я не хотела бросать своего вечного мужа одного в материальном мире. И я отказалась от предложенного мне реального шанса, от реальной возможности вернуться в духовный мир. Я отказалась воспользоваться той дверью, которая была передо мной открыта, когда я была там, на высших райских планетах. И тогда, поняв, что никто мне там на высших райских планетах не поможет, и я не дождусь ни от кого тут помощи, я пошла молиться самому главному. Я стала танцевать танцы преданности божеству Нрисимха-дева. Это божество Господа в своей яростной форме, который убивает самых злобных злодеев. Я стала танцевать танцы преданности этому божеству там, на высших райских планетах, умоляя его помочь все-таки мне, потому что больше никто мне помочь не может, и мне не на кого больше рассчитывать, и не на кого больше надеяться. Через какое-то время этих танцев преданности божеству Нрисимха-дева я воспылала к нему нежными чувствами. Я стала мысленно во время танца преданности этому божеству летать к нему. Я стала мысленно обнимать его и даже растворяться в этом божестве. И так я летала и растворялась в этом божестве очень долгое время. И в какой-то момент во время одного из танцев из меня сам собой вырвался призыв к божеству Нрисимха-дева: «Стань моим мужем». И он принял мой призыв. И я каким-то невероятным образом стала женой самого Нрисимха-дева в форме его божества на высших райских планетах. Таким невероятным образом я обрела своего второго вечного мужа, самого Господа в форме Нрисимха-дева, получеловека, полульва, который защищает своих преданных и уничтожает их грешников. Нрисимха-дев в виде божества на высших райских планетах принял меня своей женой. После этого было еще очень много танцев преданности этому божеству, когда я летала к нему, обнимала его и растворялась в нем. И в один из таких танцев я растворилась в нем и больше не вернулась в свое тело. Я осталась растворенной внутри божества Нрисимха-дева на высших райских планетах. Что со мной было дальше, я представлю в следующих эпизодах. Всего доброго. С вами была Светлана Винодавани и 5-й эпизод моего романа-ремейка «Я жена Асура». Продолжение следует.